Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня ответы на вопросы по поводу подвязки. Они касаются подвязки томатов, как подвязывать вот эту вилочку, сколько нужно вот этих веревочек. И еще раз просят показать медленно, как это вот эти узлы делаются и как это потом идет соединение вот этих вилочковых побегов помидоров после того, когда вот уже подвязка идет. В общем, я сейчас вам все подробно расскажу, отвечу на эти вопросы. Давайте приступим к самому процессу. Здесь у нас уже часть подвязана. Вот, и часть там, где еще не доросли побеги вот этой вилочки, там только, вот видите, у нас только подготовлено, но еще они не доросли. Когда дорастут, мы будем их привязывать. И сейчас я вам покажу, почему и как я это делаю. Что мне нужно для подвязки? Специальный такой вот, такая нитка, жгут, как по-другому еще называть. Вот это именно турецкого производства, очень качественное. Другие мы использовали, они даже до половины сезона не выдерживают и заваливаются, рвутся, то есть. Кроме этого, мне нужны ножницы. И мы используем вот эти многоразовые подвязки. Они у нас осенью собраны, в соде помыты, вычищены. И вот они у нас есть подготовлены. Ну, а теперь вот само растение. Давайте конкретно. У меня растение, где два побега уже почти одинаковые. Ну и растение, другой сорт. Видите, здесь побег у нас более длинный, основной. И пасынок тот, который сразу же после цветочной кисти. Вот он уже сформировался, он меньше. Но давайте вот с этого начнем. Итак, что я делаю? В первую очередь, смотрите, у нас это в теплице вот такая интересная конструкция. Ну, вот она сложная, в то же время очень ценная. Она у нас удерживает и теплицу, и удерживает затем томаты, потому что очень тяжелые. Есть у нас сваренные вот с этих труб такая конструкция по всей теплице, и на них стальная проволока. И вот здесь или к трубке, или к проволоке мы обязательно сделаем завязку. И вот что мы делаем. Мы сейчас, здесь в данном случае у нас можно завязку сделать вот к трубе, потому что у нас же там вилочка идет, и я стараюсь сориентироваться. Вот завязала, держится. И далее, вот сразу же отвечаю на вопрос по поводу, какая вот эта длина должна быть. Я примерно это делаю всегда. Это где-то сантиметров 15-20. Чем больше их вот этих завязочек, да, теперь буду показывать, как я их делаю. Видите, завязочка для того, чтобы сюда, это один из видов морского узла, чтобы сюда вот эти наши защелочки вводить и привязывать к томату. Ну вот, чтобы удобно было, вот, берем вот так руку и складываем вот этот жгут в ниточку. И смотрите, что дальше делаем. И делаем вот такой вот разворот вот этой ниточки. И здесь вот желательно как палец, потому что если вы будете очень маленькие, не зайдет вот эта наша защелочка, нитка. Если у вас есть ткань можно. И вот здесь старайтесь хорошенько затянуть, потому что если не затянешь, потом свободным, оно и так будет в свободном движении, и растениям это нравится. Ну вот еще раз показываю. Вот смотрите, здесь сантиметров где-то 15-20. Беру вот так ниточку еще раз. Вот видите, вот оно, такое интересное дело. Мы очень долго шли к этому. Так вот, теперь берем и завязываем на узелок. О! Долго-долго шли для того, чтобы наши помидоры не падали, не ломались и сохранять урожай. И вот таким образом, я уже так наловчилась это делать быстро. И делаю вот эти все вот такие узлики до момента, ага, смотрю,
мне нужно обязательно, смотрите, чтобы была поддержка под листом. Можно нижний лист, а можно это, тут достаточно. Уже сейчас растение мощно стоит. Тоже завязываю еще один узел. И ниже этого узла уже нитка завершается. Я отрезаю. А теперь беру вот эту защелочку. Смотрите. И теперь отправляю. Снова же медленно делаю, да? И ее легонечко, легонечко. Это если у вас есть ткань, можно и ткань делать. Я свободно здесь оставляю. Так еще можно более вот сюда поближе. Вот видите, как это? Не завязываю тут впритык, потому что если будет это все впритык, то растение будет, стебель дальше наливаться и перережет. И не будет такой поток питательных веществ, которые нужны будут растению. Но смотрите, у нас еще до этой завязки еще столько места. Я что делаю? Я беру просто-напросто вот так растение и над листом, здесь видно, над листом, вот здесь делаю завязочку без вот этого узла. Когда он подрастет, я к этому узлу подвяжу и эту завязочку подниму. Вот. Теперь что у нас дальше происходит? У нас дальше остается свободный вот этот побег этой вилочки. Что я делаю? Делаю снова же, поднимаемся вверх, здесь к проволоке. Чаще всего это проволока у меня используется. И пошло. Снова же вот эти узелки делаем. Еще сейчас один момент важный. Еще обязательно нужно вот это учитывать. Я сразу это делала и не учитывала. И у меня получалось, что побег чуть-чуть на расстоянии отходил от веревки. Вот. Видите, иногда больше получается. Тут не надо. Можно заранее это делать. Сделать один, допустим, и потом делать. Но так как каждое растение это индивидуальное растение, то нужно подстраиваться под отдельное. Итак, смотрите, у нас здесь тоже лист и здесь побег. Я вот думаю, что сюда будет лучше всего вот это сделать. И здесь я завязываю очередной узелок. Так, натягиваю. Все время надо эти узелки натягивать. И вот таким образом его отрезаю. И теперь вот этот узелок одеваю и отправляю вот вниз. Видите? Снова же у каждого свое. Лучше всего, конечно, вот эти защелочки, но у кого-то ветер, мне писали наши зрители, что если ветер, то получается ломаются сами стебли, поэтому можете ткань использовать. Вот смотрите, какая интересная вещь. Вот вы когда будете далее побег этот привязывать, старайтесь, это обязательное условие, чтобы ниточка была вот за этим, за этой защелочкой. Потому что если вы сделаете вот так, смотрите, то получается, что свободно, только держится именно на этом узлике. А так и нитка будет держать более ровно. И вот здесь у вас будет побег. Вот здесь просто нет возможности показать. Это конец. Вот сейчас я вам попробую показать здесь, на этом растении. Вот смотрите, вот здесь на этом растении уже видно. Сейчас я его сниму. Это очень такие тонкости, чтобы меньше словами рассказывать. Я много раз это все рассказываю. Вот здесь я себе его прихватила, потом я заберу, дальше мне нужно будет. И смотрите, нитка, да? Далее вот этот узелок. И под листиком, здесь как раз удобно. Можно вот так даже. И вот нитка получается, видите, вместе с побегом. И оно ровненько, очень красиво. И так далее до верха будет идти, привязываться этот побег. Видите, он нормально, свободно себя чувствует. Развивается нормально стебли. Видите, здесь тоже привязка без узла. Вот здесь у нас прижато.
Это раньше было. И чем хорошо, что я могу раз, не надо развязывать, если, допустим, да, вот уже даже прижалась. Я вот прохожу, раз, и пропустила вот здесь, видите, такие маленькие выемки, и они регулируются. И здесь нужно, уже побег растет, поэтому нужно чуть-чуть распустить. И я отпускаю, и он будет нарастать дальше. И вот это все время регулировка такая идет. И получилось, вот смотрите, у нас 2 побега, одно растение, вот такая подвязка. То же самое, значит, что я делаю? Еще один сорт у нас. Вот смотрите, если это низкое, это высокое. Вот если оставить, он будет уже падать, ломаться. Поэтому я сейчас быстренько... У меня здесь особенность такая, что я могу и к трубке сейчас подвязать, чтобы не на одном уровне. Там посередине удобно. Я привязываю. Здесь достаточно дважды вот таких сделать. Вот, действий. Снова же завязываем. Вот так вот. Надеюсь, уже этот раз будет видно. Ну, если будут вопросы, я снова же буду еще объяснять. Ну вот, видите, этот узел такой хороший. Сколько у нас, когда не было вот этой конструкции, еще деревянная теплица была, столько помидоров набирали вес, росли, и вдруг это все заваливалось. Вся конструкция, ломались томаты, сами растения, теряли урожай. И вот сейчас, вот сколько лет уже Александр Федорович сделал вот эту конструкцию, у нас прекрасно все получается. Вот смотрите, здесь мне нравится, вот я ощущаю растение, не обязательно до самого низа, аж там прихватывать. Вот здесь мне достаточно. И беру, это у нас концовка нитки, шпагат, нитка. И смотрите, вот как это будет. Давайте вот так с этой стороны под листиком завязываем. Снова же не до конца оставляем воздух, оставляем здесь пространство для того, чтобы растение могло спокойно, и движение должно быть, и самое главное, нарастал этот побег. И вот смотрите, здесь вот четко можно сейчас показать. Одеваю в этот узелок, и с этой ниточкой, не так вот отдельно, вот я показываю, вот эта ошибка моя была, а наоборот, вот здесь мы делаем вот такую конструкцию. Видите? И ниточка получается, и побег рядышком. Все. Здесь подвязали. Но я делаю сразу же, здесь маленький. Смотрите, здесь у нас как раз и проволока пригодится. Получается, что тут побег меньше второй всегда. Чаще. Ну, разные сорта себя показывают по-разному. Поэтому я быстро это делаю. Сейчас уже хочу показать, как со вторым побегом нужно поступать. Иногда я его просто оставляю, но завязываю сразу же вот эти 2 веревки, потому что потом очень сложно будет, рядышком уже веревки есть, здесь тоже, и получается, что можно повредить растение, поэтому я сразу рекомендую, и сама все это делаю, сразу же можно и привязать здесь, получается, что можно это сделать. Вот смотрите, под этим листиком можно. И я здесь делаю снова же этот узелок, один из видов морского узла, вот так, и завяжу. Вот, если иногда бывает очень маленький, тогда я, конечно, завязала и оставила его, а потом можно будет завязать. Здесь можно практически и не завязывать, подождать, пока растение, видите, можно, но я здесь просто-напросто одеваю вот эту защелочку и оставляю, потому что надо еще пару дней, чтобы он поднялся, чуть-чуть подрос. Ну вот, я надеюсь, я уже ответила на эти вопросы, что мы должны делать для того, чтобы подвязать вот это большое количество томата. Вот смотрите, рядышком, это сейчас мы подвязываем те, что в марте мы сеяли, а это у нас февральские. И вот они уже, оба побега подвязаны, и эти побеги дальше нарастают.
И готовимся к поливу, мощному первому поливу, вот который будет сразу же после вот этого знака неполивного. И мы будем поливать капитально и основательно. Видите, земля сухая, растение не должно жировать. Должны работать корни, должна работать корневая система во всей площади, искать влагу, развиваться. Раиса Горяченко, Александр Волик ответили на ваши вопросы по поводу подвязки томатов в теплице. Как мы это делаем? Мы используем специально в теплице конструкцию металлическую, стальные проволоки, далее шпагат, завязки вот такие пластиковые, которые можно заменить тканью, а также еще ножницы пригодятся, потому что нужно отрезать веревочку. И вот таким образом сейчас это у нас свободно, пока прозрачно, а когда пройдет буквально через месяц, тут уже будет стоять стена вот этих томатов. Мы вам показали, что мы делаем, как мы делаем. Это много лет уже делаем. Результат нам нравится, делимся опытом. И хотим, чтобы у вас тоже был хороший урожай, здоровые растения. И чтобы у вас в вашем регионе было мирно, чтобы было добро в ваших домах. И всего самого-самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.